Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как добавлять события из TimePad в Google календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, вы сможете добавлять в Google календаре новые события, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Далее необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Далее переходим в раздел «Организация». Теперь интеграции, веб-хуки. На этом этапе вы можете добавить веб-хук при разных событиях. В данном случае я хочу отправлять данные в Google календарь при изменении статуса билета. В поле URL необходимо вставить скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. После этого сохраняем изменения. Теперь необходимо перейти к вашему событию и совершить тестовую покупку билета. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google календарь. Далее необходимо указать действие «Создать событие». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google календарь к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо обязательно отметить все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Google календаря для создания нового события. В эти поля вы можете назначить переменные из TimePad. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Также не забываем выбрать календарь, в который будут передаваться данные.
Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в виде события в ваш Google календарь. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Google календарь». После успешной отправки переходим в Google календарь и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Google Календарь успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!